Если вам когда-нибудь говорили во время пения «расслабься, чтобы взять высокую ноту», поздравляю, вас учили зажиматься еще сильнее. Две крайности, которые прошла вокальная педагогика. Сначала традиционные методы. Нас учили, что нужно максимально напряженно брать верхние ноты, поднимать рояли, напрягать пресс, выталкивать звук животом, подключать дыхание, брать усилия, представлять, что поднимаешь гири и так далее. Потом, слава богу, к нам пришли научные методы. И эти научные методы стали говорить нам: ребят, вы слишком много напрягаетесь и нужно расслабиться. И почему-то все решили, что нужно обязательно бежать расслабляться. И именно это путь к свободным, уверенным верхним нотам, к свободному вокалу и так далее. И выяснилось, что расслабление тоже не работает. Почему? Сегодня расскажу, почему физиологически полное расслабление в вокале неэффективно не работает и приводит еще к большему зажиму. Расскажу, что такое компенсаторика, и поделюсь тем, что же на самом деле нужно делать, если вы хотите петь свободно, уверенно, долго и красиво. Меня зовут Евгения Арестова, я преподаватель вокала, мастер EVT и методолог вокального образования. За последние несколько лет я обучила больше 2500 вокалистов и профессиональных педагогов. И я точно знаю, почему разговоры про расслабление – это ловушка. Сразу же главный тезис, на который мы будем опираться весь этот видеоролик. Пение – это не напряжение, и пение – это не расслабление. Пение – это некоторый баланс, это поиск баланса между активацией и расслаблением. Невозможно петь, если вы полностью напрягаетесь. Невозможно петь, если вы находитесь в состоянии хронического напряжения и усилия. Но точно так же невозможно петь, если вы тотально расслаблены. Что нам показывает современная наука? Современная наука поисследовала вообще на самом деле весь наш голосовой аппарат и показала, что при каждом вокальном качестве, при каждом вокальном приеме у нас задействованы определенные группы мышц. И в каждых конкретных приемах, например, когда вы поете белтом, у вас работает определенная конфигурация ваших мышц. То есть вы включаете какие-то мышцы. Когда вы поете твенгом, вы тоже включаете какие-то мышцы. Но эти мышцы отличаются от тех, что вы используете в белте. Что нам нужно знать про голосовой аппарат и про голос в целом? Голос — это в первую очередь мышцы. Сначала происходит какое-то движение внутри нашего организма, внутри нашего тела, нашего голосового аппарата. И только после этого мы слышим звук. И ключ как раз к классному вокалу в том, чтобы научиться контролировать, какое же конкретно движение мы с вами делаем. Что такое компенсаторика? И почему вообще все эти зажимы у нас появляются? И как нам с этим бороться? Вообще, я еще обязательно поговорю на этом канале про то, как нам правильно мыслить и направлять внимание в процессе вокальной деятельности, поэтому не забудьте подписаться. Но сейчас говорим конкретно про компенсаторику. Мы уже выяснили, что в процессе пения, в процессе определенных вокальностей мы с вами должны сделать какое-то мышечное движение. Не бывает голоса без движения внутри голосового аппарата. И как бы вам не хотелось думать о том, что ваш голос появляется где-то каким-то образом сам, на самом деле сначала происходит какое-то движение внутри. Так вот, представьте, если вам нужно сделать движение А, Б, С, ну, например, в белте, да, вам нужно наклонить перстневидный хрящ, вы должны это хорошенечко почувствовать. Вы пытаетесь сделать белт, не наклоняя перстневидный хрящ, и ваш организм в этот момент не очень понимает: блин, а что мне вообще нужно сделать? Дай-ка я подключу на всякий случай все, потому что у организма, у вашего голосового аппарата одна прямая задача — сохранить ваши голосовые складки. И начинает включаться компенсаторика. Если вашему голосу недостаточно нужной работы, он начинает подключать ненужную работу. Так и появляется зажим. То есть по факту зажим — это не только следствие психологического стресса, да, нервной системы, как мы все привыкли считать, но это еще и компенсаторная история, когда не включилось то, что должно быть включено, и поэтому включается на всякий случай все остальное. Например, одним из главных стабилизаторов вокального тракта является мягкое небо, да, это те самые стабилизирующие мышцы, Vestibular Voice Training это называется, анкировка головы. И вот если наше мягкое небо не подключается, то с великой долей вероятности мы с вами зажмем наши ложные голосовые складки и будем чувствовать состояние дискомфорта и царапины внутри голоса. Вообще здесь очень простая логика и механика. Смотрите, вот все, кто играет на фортепиано, сейчас поймут. Если вы сидите с неровной спиной за инструментом, например, вот так вот, да, и не чувствуете, что у вас довольно активна спина и довольно активно может быть предплечье, то ваши пальцы не могут совершать удобные мелкие движения. И у пианистов есть такая штука, как переиграть руку. Это как раз происходит из-за недостатка стабилизации. Вот у вашего голоса тоже есть определенные стабилизаторы, которыми нужно научиться пользоваться. И здесь самая главная ключевая идея
идея в том, что нам нужно не поголовно всем бежать расслабляться, а в том, что нам нужно научиться осознанно контролировать свой голосовой аппарат и разбить его на более мелкие контролируемые элементы. Откуда вообще взялся этот миф, что всем нужно тотально расслабляться? Смотрите, большинство вокальных педагогов учат точно так же, как учили их. Смотрите, человек, который преподает вокал, он чаще всего закончил колледж, потом консерваторию. Либо он там пошел в какой-то институт культуры, закончил институт культуры. У него огромный опыт вокального исполнительства. И, естественно, помимо этого огромного опыта, еще огромное количество накопленных ошибок, в том числе ошибок с зажимами, да. И когда приходит такой человек более профессиональным, опытному педагогу, который, например, работает по научным методам, понимает, все механизмы компенсаторики голоса, ему говорят: смотри, ты перерабатываешь выдохом, ты перерабатываешь дыханием, тебе нужно немножко расслабиться. И вот этот преподаватель-вокалист начинает думать: ага, значит, всем нужно расслабляться. И идет точно так же расслаблять своих учеников. А может быть, учеников расслаблять и не надо, потому что, может быть, ученик приходит, наоборот, гиперрасслабленный, и ему нужно активироваться. И вот эта вот история про то, что в пении вообще в целом в вокальной технике не существует универсальных рецептов и не существует черного и белого. Потому что если конкретно вам ваш педагог сказал, что вам нужно расслабить, например, подъязычные, расслабить пресс, расслабить затылок, да, это то, с чем я сталкиваюсь чаще всего, или расслабить челюсть, тоже очень частый моментик, да, возможно, другому человеку нужно наоборот активировать затылок, возможно, другому человеку нужно наоборот побольше включиться торсом и корпусом, чтобы звук стабилизировать. И вот эта вот любимая история натягивать сову на глобус и свои представления пытаться натянуть вообще на весь вокал в целом. То есть, ребят, если вам конкретно помогло расслабить челюсть, там, затылок, пресс, тело, это не значит, что вашему конкретному ученику это поможет. И не значит, что конкретно всем вокруг нужно расслабляться. И ваш ученик напрягает пресс и подъязычные мышцы и выталкивает звук прессиком не потому, что он сам по себе такой зажатый, ему нужно к психологу или поработать там с ментальными установками на расслабление. Нет, потому что вы не рассказали ему, что такое анкировка, как включить мягкое небо и как раскрыть ложные складки для того, чтобы он не зажимался. Если вы хотите разобраться, как конкретно работает голос и что нужно тренировать, у меня есть AI-помощник Ева. Она расскажет и проведет вас по всем упражнениям. Ссылочка в описании, можете попробовать. На самом деле наш организм очень умный, и если он чувствует правильный путь, как петь не зажато, как петь расслабленно, он очень быстро начинает выбирать этот правильный путь. Таким образом формируется совершенно новый двигательный паттерн, где человек просто поет свободнее. Итак, что работает вместо расслабления? Естественно, вместо расслабления работает: активируйте то, что нужно. Пока вы не активируете те мышцы, которые реально должны работать, пока вы не научитесь направлять внимание на ту область голосового аппарата, которая должна быть активна в момент конкретной вокальности, которую вы сейчас выбрали, вы можете сколько угодно избавляться от зажимов, но они все равно вернутся не в этом месте, так в каком-то другом, потому что так работает компенсаторика. Если у вас не активны мышцы стабилизатора, если вы не активируете мышцы мягкого неба, если вы не активируете анкировку головы, если вы не умеете правильно и стабильно работать с анкировкой торса, я напомню, что здесь мы не только ей работаем, что мы ее включили и держим, но мы можем контролировать количество ее работы, и не всегда этого нужно много для того, чтобы петь свободно. Так вот, если вы с этим не умеете работать, вы так или иначе будете зажиматься всегда. И на самом деле на разных людях с разным опытом, с разными мышечными привычками сработают совершенно разные подходы. Потому что кому-то нужно, например, научиться включать и активировать точки работы, да? Кому-то нужно приподнять позицию языка для того, чтобы он занял более удобную позицию. Кому-то нужно, например, сделать акцент на раскрытие ложных голосовых складок, потому что именно это будет таким, знаете, ключевым моментом. Вообще очень интересный момент, когда преподы говорят, что нужно петь расслабленно, они ориентируются на свои ощущения. Но Шаляпин тоже говорил, что нужно петь так, как говоришь. Но прикол в том, что когда вы к какому-то звуку привыкли и делаете что-то уже автоматически, а все вокалисты, которые поют много лет, они делают вещи, которые они делают своим голосом довольно легко и нативно, потому что это является их зоной профессиональной деятельности, собственно. Так вот, когда вы к какому-то движению привыкли, вам кажется, что вы ничего не делаете. И даже если вы поете супер яркие, белтовые, пробивные ноты с дисторшеном, не с дисторшеном, с твенгом, с чем угодно, вы можете понять и чувствовать, что вы ничего не делаете. И вы то же самое начинаете нести своему ученику. Здесь, конечно, мы вернемся к мысли, что быть хорошим певцом и хорошим преподом вообще не одно и то же. И любой нормальный преподаватель современный должен шарить за вокальную анатомию хотя бы на каком-то базовом уровне. Вообще наше вокальное преподавание, вокальная педагогика, она, знаете, она полна каких-то предрассудков, противоречий. И вот
полярных крайностей. Зажмись, разожмись, расслабься, активируйся, подними гортань, опусти гортань. На самом деле вы можете поднимать и опускать гортань в зависимости от контекста и необходимости в данной песне. Точно так же вы можете давать больше работы или меньше работы в зависимости от того, что конкретно вам в данный момент нужно. Это и есть профессионализм, к которому нужно стремиться. 3 принципа, на которые я рекомендую опираться и которые помогут вам прямо сейчас. Первое. Активация вместо расслабления. Да, я не говорю про то, что мы должны быть все как деревяшки, но пока вы не включите то, что должно быть включено, само по себе расслабление отдельно зажатых мышц, возможно, не сработает. Не расслабь то, что зажато, а в первую очередь включи то, что должно быть включено. И только после этого пытайся расслабить то, что включилось компенсаторно. Если оно само, конечно, не выключилось после того, как вы включили нужные мышцы. Дифференциация, а не обобщение. Не расслабься вообще, а понимание и разделение внимания и работы. У нас куча мелких разных мышц и движений в своем голосовом аппарате, которые мы можем контролировать. И в одном и том же месте мы можем чувствовать и активацию, и расслабление одновременно, и это совершенно нормально. Может быть, вам нужно расслабить одну маленькую мышцу, а соседнюю активировать. Или, например, включить их обе, но по чуть-чуть. Или тотально выключить, а включить вообще третью. И здесь очень важно найти очень много мелких движений в рамках одного своего голосового аппарата. И опять же, на разных людях с разным бэкграундом сработают разные подходы. Осознанный контроль через effort, работу. Это принцип Active Voice Training, который я дико обожаю. То есть в первую очередь мы с вами фиксируем, где у нас что-то работает. Например, голосовые складки. После этого мы с вами присваиваем номер этой работы. Например, насколько активно я чувствую сейчас голосовые складки по шкале от 1 до 10. Очень классный принцип, рекомендую им пользоваться. И третье, удерживайте этот номер работы до конца звука, пока вам это необходимо. А если хотите разбираться в голосе на уровне системы профессионально и быстрее приводить себя и своих учеников к результатам, подписывайтесь на этот канал. Напишите в комментариях, а вам когда-нибудь говорили «расслабься» и насколько это помогло вам петь свободнее и увереннее. Я просто знаю на соточку, что фраза «расслабься и пой» сама по себе вообще не работает и никогда ни на ком не срабатывала. Но может быть вы то самое счастливое исключение.